Здравствуйте, добро пожаловать на канал Нагалина Jewelry. Меня зовут Елена, я занимаюсь созданием украшений ручной работы. Сегодня хочу сделать такое небольшое видео, покажу украшения, которые я делала в последнее время. Смотрите, первое, что хочу показать, это я делала, смотрите, колье водопад такой. Оно никак у меня не поместится в это видео. Ну, в общем, я думаю, представление такое понятное. Видите, водопад, жемчужный водопад, колье. Вот это я делала в подарок родственнице. Она девушка яркая, любит все такое бадам, бабам, бабабум. В общем, идея была такая: сделать жемчужное колье, чокер, и чтобы вот эти вот висюльки, чтобы они спадали и закрывали прям вот всю область декольте. В общем, решила я взять вот такие длинные, видите, искусственные жемчужины, как такие барочные искусственные жемчужины. Но у меня их оказалось недостаточно, чтобы сделать полностью из них вот это все. Вот, и поэтому я добавила сюда еще вот просто такие маленькие стеклянные жемчужины, просто бусинки, и вот эти вот стеклянные бусины тоже добавила. В общем, получилось вот так. На человеке, на живом, смотрится эффектно. В общем, да, такое бело-золотое колье. Ну, сборка была тут, я как бы элементарная, бусинки напины соединены между собой колечками. Единственное, что было сложно, это как бы сообразить, рассчитать количество бусин, потому что их было ограниченное количество, и какой длины эти штуки должны быть. То есть нужно было, ну, вот, примерять на себя, собственно. Ну, то есть я сделала половину, вот, рассчитала длину среднюю, вот, средней самой ниточки, и потом как бы примеряла каждую вот последующую, сделала половину, ну и дальше уже вот сделала вторую половину. Конечно же, получилось, что я сделала слишком много вот этих ниток, там потом я поубирала, ну, в общем, так. Вот, и тут еще интересный момент, это вот эти вот, собственно, вот эта область чокера. В общем, я каждую вот эту нитку, она висит на звене цепочки. Цепочка вот такая, вот алюминиевая, вот как здесь, вот такая. Вот, она очень легко разбирается, легкая, и она не темнеет, вот эта алюминиевая цепочка. В общем, что я сделала? Я каждую вот эту нитку подвесила ее на этой цепочке. Собственно, цепочку уже нанизывала на мемори проволоку. А между ними в качестве таких проставочных бусин я использовала тоже цепочку и бусинки жемчужные. В общем, цепочку я просто взяла 3 звена, ну, здесь, я думаю, видно, 3 звена, и проделала мемори проволоку в первое звено, потом надела жемчужную, потом в третье, и получился вот такой элемент. В общем, вот так. Собственно, тут как бы долго было крутить вот эти пины и собирать. И так дизайн-то, конечно, очень простой, но мне понравилось. Я давно его собиралась сделать, я вот прям очень хотела сделать его в подарок, вот все собиралась, но тут уже прижала. Прижала, надо было сделать, сделала, довольна. Вот, с сережками оказалось сложнее, потому что я сделала сначала колье, потом нужно было серьги к нему. Обычно я делаю наоборот, сережки, потом колье. Ну, это так, личные предпочтения. В общем, сережки вот такие простенькие. У меня как раз вот оставалось несколько бусинок. И я их накрутила на пины, надела на колечки и подвесила на вот такой совершенно простую швензу, крючочек. Ну вот, вот такой комплект у меня получился. В общем, кто такие делал, напишите как, что. Вот, и фурнитура тут разная, то есть, например, вот эта цепочка, она не темнеет, я знаю. Вот эти вот листики, они симпатичные, но, конечно, темнеют. Вот эти вот тоненькие палочки, я их первый раз использую, не знаю, как они себя ведут. Вот эти вот с кристалликами, как хрондали, да, вот они ну, темнеют медленно, но все равно темнеют. Пины я вот не помню, то ли нержавейка, то ли обычные. Короче, в общем, чтобы избежать проблем с потемнением, быстрым, по крайней мере, я
покрыла это все вот таким вот акриловым этим лаком. Это спрей. Его надо хорошо-хорошо взболтать. И вот вышла на улицу и поспреила пару раз. То есть поспреила с двух сторон, дала высохнуть и потом еще раз поспреила. Ну, вот, надеюсь, будет носиться нормально. Вот. Так что вот. Такое вот было у меня колье. Вот видите? Ну, водопад. Вы знаете, нужно глубокое декольте. И вот носить. Так, теперь. Следующие все украшения это Хэллоуин. Ну, немножко синего и Хэллоуин. Вот, Хэллоуин я люблю. У меня маленькие дети, с удовольствием мы празднуем. Это очень веселый праздник, в отличие, кстати, вот от многих праздников. В принципе, он действительно веселый. Вот, и детям очень нравится. Ну и, собственно, я что-то разошлась. Так, ну и осень же еще, так что вот пара просто осенних украшений. Это вот кленовые листики и кристаллы. Вот эти кристаллы, я думаю, многие их знают. Вот я просто сделала, как присоединила-то. Взяла, отогнула вот одну из вот этих вот элементов, да, один здесь. И вот так вот просто прицепила к ним швензу и подвеску. Так, и такие же вот у меня есть в зеленом цвете. Смотрите. Вот такая зелень. Я даже не знаю, какие мне больше нравятся. Ну, просто... Да. Это, конечно, к зеленому неравнодушно, ну, и розовые красивые. Ну, в общем, вот такие вот осенние серьги. Дальше. Еще одни. Я не скажу, что это Хэллоуин, наверное, просто больше такие милота с совушками. Мне пришла в коробочке Dollar Beatbox чешские бусинки, совы, вот такие вот розовенькие, с розовым золотом. В общем, я их... Ну как вот такое можно куда-то не приспособить? В общем, я из них сделала такие аккуратные сережечки. Тоже в розовом золоте все. Глаза. Я их все показывала в Инстаграме, ну вот наконец-то покажу здесь тоже. Вот такие глаза. Это все сборные серьги, вот это просто такие кабошончики. Я их вклеила в основу. И, да, вот такие серьги сделала. Не знаю, глаз дракон не дракона, но око Саурона-то есть. Вот, в общем, да. Любителям Хоббитленд посвящается. Теперь тоже фэнтези немножко. Смотрите. Такие серьги я сделала, как обычно сначала. Вот такие вот. Это, я думаю, всем известные элементы с Алиэкспресс бронзовые. Подвесила сюда капельку. И такие вот кинжалы. Кинжалы, кстати, совершенно шикарные. Вот. И давайте я ссылки вот на материалы, на которые найду, которые мне понравились, вот я оставлю внизу под видео, если вам вот тоже что-то приглянулось. Да, вот такие серьги я сделала. И потом я к ним собрала еще колье. Колье тоже такое, ну, простое, припростое, вот. Ну, как простое, дизайн простой, но собирать почему-то было как-то это, долго, вот. Но вот так. Вот такое колье. Тоже вот эти вот элементы, видите, между ними я подвесила вот эти капельки, здесь подвесила вот такие бусинки. Цветовая гамма это бронза и ганметал, собственно, ну вот, да. Дальше здесь кинжалы и бронзовая цепочка здесь. Вот. Тоже такое очень-очень фантазийное получилось у меня украшение. Целый комплект. Тоже в духе «Властелина колец», мне кажется. Так, дальше. Ну, это уж совсем Хэллоуин, друзья, у меня тут. Да, наверное. Хотя нет, тоже еще один фэнтези. Я говорю Хэллоуин, а на самом деле, друзья, это больше фэнтези у меня тут. Вот. Ну, знаете, реальность разочаровывает просто со страшной силой. Поэтому фэнтези. Там хотя бы всегда добро побеждает зло, знаете. В реальности такая хрень творится на белом свете. Так, ну, в общем, еще фэнтези, смотрите. Вот это я прям собой горда. Смотрите, это у меня были вот такие вот мечи. Я на этот меч надела вот такую голову.
черепок такой. Пришлось мне тут этот меч и подкусать, и подпилить. Ну вот надела. Здесь просто серебряное кольцо и бронзовое кольцо. И вот такие вот швензы с кабошончиками. Мне, ну не знаю. Мне такое нравится. Так, такие. Это скелетики, видите, с бантиком и с тыковкой. Вот. Когда нужно что-то надеть хэллоуинское, но не страшное. Вот. Потому что, конечно, черепушки, наверное, не очень такие надевать. Вот такую уже можно с детьми. Так, ну и тоже вот швенцы с кабошонами. Я оставлю ссылки на вот эти подвески, кому не понравились. Они, видите, они подвижные. То есть можно, в принципе, как-то вот так вот подвесить, если хочется. В общем, такие танцующие девочки. Это, знаете, даже, наверное, Гарри Поттер. Скелет единорога, какая-то кость. В общем, зелье варенье. Так, ну вот. Ну, тут как это было сделано, это вот эти вот, как они, застежки для браслетов. Сюда я вставила цепочку и стразовую цепочку, и вот прицепила риволи и подвеску. Подвеска это вот такая, скелет единорога, а это вот я нашла, посмотрите, такая вот чудесная, совершенно берцовая кость. В общем, вот так. Так, и еще сколько? 2 украшения осталось. Ну, как видите, люблю я Хэллоуин. Вот это, смотрите. Это вот такие вот бабочки. Бабочка мертвая голова, да? Так, ну тоже все просто, в общем-то, шипы, подвески, колечки и швензы с кабошонами. Я, кстати, вот эти швензы с кабошонами обнаружила их как-то, и очень мне прям понравилась эта идея. Можно кастомизировать вот как надо, как душе угодно. В общем, вот такие вот. Так, еще, это в число входит моих любимцев, посмотрите. Это вот эти наши любимые швензы листья, подвески паучки и подвеска тоже бабочка мертвая голова. Причем вот эти бабочки, они, посмотрите, какие они классные, они двусторонние, обратите внимание. Вот. В общем, милота. Единственное, что, конечно, вот эта швенза не очень легкая, и вот этот паучок и бабочка, то есть они такие вес имеют, вот эти серьги. Но мне очень нравится. Ну что, приближается к концу. Это был такой пробный, знаете, вот у меня еще были вот такие кинжалы. В общем, взяла я скелетов, вернее череп, надела его на вот этот кинжал. Здесь сюда залила клей, чтобы он никуда не убежал. Вот, и решила сделать гвоздики. То есть я взяла вот такую вот эту чашечку, вот, да, вот, как основу, да, ее согнула плоскогубцами, налила туда клея и приклеила. Приклеилось-то все нормально, но, конечно, оно тяжелое, потому что оно все металлическое, и они вот так вот заваливаются на ухе. То есть, ну как, имеет место быть, но именно посадка вот на ухе не очень. И еще посмотрите. Это я сделала себе браслет Шамбала. Тоже он, видите, с таким вполне себе веселым черепом. И вот здесь бусины, цветочки. Кстати, очень классные. Я вот тоже оставлю ссылку. Вот эти цветы. И вот такие вот черепки. Ну и браслет сплетен как Шамбала. Да. Браслет я плела по видео Елены Вуз, поэтому ссылку на ее видео, как плести браслеты такие, я оставлю тоже. Ну что ж, вот такие вот были у меня украшения. Я думаю, вы поняли, что осенний сезон я обожаю, Хэллоуин тем паче. Вот, буду праздновать с удовольствием с детьми. Это, кстати, еще не все. Некоторые были подарены и проданы украшения. Ну, в общем, да, Хэллоуин такая праздничная пора. Ну, вообще, мне кажется, Хэллоуин, он открывает вот эти вот весенние и зимние праздники, потому что Хэллоуин, потом День Благодарения, потом Рождество и Новый год. Такие вот были у меня, видите, последние мои изделия. Напишите, пожалуйста, что вы думаете по поводу вот этого вот колье водопад, как оно вам, делали ли вы подобные. Если вам нравится Хэллоуин, пожалуйста, напишите,
как вы празднуете, что вы любите, что любят там ваши дети, вот это все. Ну что ж, большое спасибо за внимание. Я надеюсь, видео было вам интересным, понравилось. Все ссылки я оставлю под видео. И увидимся с вами в следующий раз. До свидания.